Добрый день, я Оганес Эдуардович Деланян, хирург-уролог-онколог, главный врач клиники доктора Деланяна. СХТБ. Казалось бы, набор букв. Человек, который не знает, что это такое, просто СХТБ. Человек, который знает, что это такое, как правило, глубоко несчастный человек. И вот почему. Он приходит к врачу, если это мужчина, и жалуется на жжение в тазу, боль в тазу, частое мочеиспускание, все что угодно. Самые тяжелые боли. Ощущение инородного тела, невозможность сидеть. Этих симптомов очень много в синдроме хронической тазовой боли. Ну вот он приходит к врачу, и что ему говорят? Простатит. Берут анализы, нет никаких воспалительных элементов. Все равно есть форма простатита, которая происходит без воспаления. Назначают антибиотики, массажи, физиотерапию. Понятно, что это не поможет. Что касается женщин. Бедная женщина приходит к врачу. Симптоматика еще более разная, чем у мужчин. Но диагноз, с которым эта женщина потом приходит, например, к нам или вообще к людям, кто занимается тазовой болью, почти всегда звучит как цистит. Вот этот бедный орган претерпевает просто какие-то пытки. Вливания, обязательно антибиотики. Задаешься вопросом, зачем антибиотики? Нет у человека инфекции. Нет, все равно этот цистит надо лечить антибиотиками. Важный очень момент, что после того, как полечили простатит, цистит, боли не ушли, что говорится пациенту? Это у тебя в голове. Все. Диагноз поставлен. Это у тебя в голове. Это ты виноват в своих болях. Послушайте, у меня вызывает прям возмущение тот момент, что даже если эта боль действительно в голове, но от этого человеку не легче. Вообще от слова совсем не легче. Психосоматическая боль никак не легче, чем соматическая. Когда человеку ударили молотком по пальцу, это соматическая боль, травматическая. И боль, которую человек испытывает в какой-то части тела из-за психосоматических причин, это все равно боль. Но в нашей вот этой схеме что получилось? Мы пропустили огромный пласт органов, систем и вообще, говоря о соматической боли из-за воспаления и говоря о чисто психологической боли, мы пропустили потрясающую часть, огромный пласт, это нейропатическая боль. Давайте прям напишем нейропатическая боль. Значит, смотрите, самым важным месседжем данного видео является то, что в тазу у людей, кроме простаты и мочевого пузыря, есть еще какие-то органы. Понятно, что есть кишка. Да? Понятно, что у женщин есть влагалище и матка. Да? Но даже на этом все не заканчивается. Даже все не заканчивается на разных миомах, эндометриозах у женщин, анальных трещинах у мужчин и женщин, геморроях. Нет. Нет. В тазу есть мышцы. Я как такой пиктограммкой нарисую. Причем что у мужчин, что у женщин. В тазу есть фасции. Почему такая линия? Потому что фасция — это некоторая пленка, мышечный блокиратор, что ли, ограничитель. В чем особенность? И в тазу, конечно же, есть нервы. Вот пропущенный самый важный момент — нервы. Значит, нервы, которые идут из таза, спинной мозг, головной мозг. Вот посмотрите, между простатитом и головой
сколько всего пропущено. Вот почему, говоря о синдроме хронической тазовой боли, пропуская вот это вот все и не устанавливая диагноз, мы упираемся в проблему, которая называется антидепрессанты. В чем суть? Когда болит таз, в огромном множестве случаев попросту назначаются, ну не попросту, а потому что так говорит протокол, назначаются антидепрессанты. Они имеют обезболивающий эффект, но беда в том, что мы так и не поняли причину, почему болит. А как только мы поймем причину, мы сможем повлиять на эту боль уже патогенетически, повлияв на причину, убрав уже осложнение, мы можем вылечить человека. Вот что такое СХТБ. Вот почему весь этот пласт никак не уместится в одной голове одного врача. Самую гениальную голову не уместится, потому что здесь, смотрите, неврология, здесь урология, здесь гинекология, здесь нейрохирургия, здесь пункционные вмешательства. Вообще непонятно, кто этим должен заниматься. Я нарисую шприц. Здесь ботулинотерапия. Это если мы уже будем говорить о методах лечения. И здесь, что самое важное, на мой взгляд, это нейрофизиология. Что такое нейрофизиология? Почему это самое важное? Это различного рода обследования, которые четко демонстрируют нам, что болит. Мы отвечаем на вопрос, болит ли нерв, болит ли мышца, болит ли и нервы, мышца. Ну, понятно, что до этого пациента посмотрели специалисты, гинеколог, уролог, проктологи, сказали, послушайте, ваши боли не завязаны ни на кишке, ни на влагалище, ни на предстательной железе. Дальше пациента должен обследовать, по идее, невролог. Но невролог, который занимается тазовой болью, который имеет в этом опыт и поймет, какой тип электронейромиографии назначить человеку. Который поймет, что нужно визуализировать эти нервы, нет ли там сдавления. Который поймет, что эти же нервы, например, пудендальный нерв, там мой любимый, потому что я это оперирую, делаю декомпрессию. Но этот же нерв зачастую не надо оперировать. Нужно понимать, что он поражен там вирусом герпеса, Эпштейном-Барром, цитомегаловирусом. И после того, как невролог посмотрел этого пациента, сделал необходимый ряд обследований, что нужно делать? Здесь нужен консилиум. СХТБ – это такая зараза, это такое заболевание, которое не лечится одним специалистом. Примерно как рак. Если вы будете лечить онкологические болезни, только применяя хирургию, ничем хорошим это не закончится. Если вы будете лечить только химиотерапией, ничем хорошим это не закончится. Только лучевой терапией, ничем хорошим это не закончится. Поэтому есть такое понятие, как онкоконсилиум. Именно поэтому есть такое понятие, как консилиум по поводу СХТБ. Этот пациент должен быть обсужден на консилиуме. Обязательно. На основании всех обследований мы должны понять, как вот эту вот не улыбку, отрицательный смайлик, превратить, хотя бы вот так вот, если не вот так.
Это очень важно. Это очень важно, поскольку вообще есть такое понятие, что если ты врач, то ты должен унять боль. И самое важное, в этом консилиуме, кроме нейрохирурга, невролога, гинеколога, нейрофизиолога, который сделал исследование, уролога, там, кого угодно, проктолога, должен быть обязательно человек, который четко понимает, что центральная боль, вызванная головой, на которую очень часто любят ссылаться люди, которые не разобрались в причинах этих болей. Так вот, этот человек должен четко понимать, что боль в голове ничуть не легче и не проще, чем боль в простате. Это такая же боль, и это тоже надо уметь лечить. Поэтому в этом консилиуме, кроме всех этих специалистов, есть еще психотерапевт. Итог. Синдром хронической тазовой боли – это мультидисциплинарная патология. Этим должна заниматься команда людей, объединенных одной целью – правильной диагностики и качественного лечения. Ну, мы понимаем, что диагностика – это полдела. Ты сделал диагностику, ты понимаешь, что у человека болит мышца, ты это можешь вылечить. Не сделал, значит, у тебя на руках вот этот пресловутый мерзкий диагноз хронический простатит. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, вы вообще не знакомы с аббревиатурой СХТБ. Ну а если знакомы, приходите к нам.